Подожди, я не понимаю. Лолошка, если верить этой штуке, то твой мозг мертв. Что? Подожди, чего? Подключаюсь. Что происходит? О! Стоп! Это же башня! What the fuck? Дамы и господа, наконец-то мы вернулись в Эресию, королевство Пропии. Но какой ценой? Ценой рассудка и поломанной теории? Возможно. Но внимание, в любом случае у нас наконец-то появился тот, кто поможет ответить на все вопросы. Седрик. Ой, не этот Седрик, а вот этот Седрик. Вроде как его преемник, клон, называйте как хотите. Короче, сейчас все расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором, мы вернулись в Эресию, королевство Пропии. И напоминаю, во время предыдущей серии на этой территории мы встретили только одного человека по имени Седрик. Никого не напоминает? Да-да, новое старое знакомство, новая старая дружба и чувство дежавю у него и у меня, что как будто это уже было. Но мы-то знаем то, что это уже было. Седрику мы рассказали всю историю про себя, про Междумирье, про свои сны о Пропии и даже о нем самом, но в роли строителя. И знаете, что он просто взял и поверил мне. Обалдеть. Хочу также напомнить то, что наш новый Седрик — это ученый в этом мире, а ученый ставит перед собой задачу докопаться до истины. Именно поэтому он также, как ученый, предложил поставить на мне опыты. Да, прям самые настоящие опыты. По идее, эти опыты позволят понять меня лучше как персонажа. Ну и, собственно, мои сны о Пропии. А делать мы это все будем в лаборатории замка. Да, того самого некогда живого, а теперь мертвого. Все, не будем о грустном, давайте о нужном, поэтому убираем все ненужное. Это еще что такое? Слабость минус 4 урона. За что? Так, в любом случае, наш ученый Седрик сказал поспать, поэтому давайте поспим. Ага, тот самый сон, та самая Паэна, башня. Ничего не поменялось. Возвращаемся и... Ну-ка. Да! Слабость пропала. Чего? У меня просто есть догадка, почему это могло произойти. Из-за вот этой иконки. Сейчас после сна она более-менее восстановилась, и серые волосы более-менее пропали. Неужели это как-то связано? Ладно, давайте о главном. Я, по идее, поспал. Мне теперь действительно нужно пойти к Седрику, но я в предыдущей серии пообещал достроить дом. Займемся этим. Вот, собственно, надеюсь, вы мою идею более-менее поняли. Чуть больше декораций, чуть больше расширения. И появляется более-менее солидное пространство. Так, у нас, по идее, снова спать надо, да? Спать? Серьезно? Это еще не ночь? Если не лежишь, обратно в Междумирье не попадешь. Ой, другое дело. Эй, привет! Лолошка, привет! Я же только что... Ну ладно. А я тебя искал, представляешь? Если что, я подготовил лабораторию. Мы можем начинать тесты. Правда, Лолошка, мы кое-что не сможем проверить. Скажем так, нету нужного оборудования. То есть мы делаем опыты без опытов, да? Да погоди, у меня все равно есть хорошие новости. Я обнаружил кое-что интересное. Я не знаю, кто занимался оснащением этого развлекательного центра, но они поставили там модернизированный электроэнцефалограф. Ты можешь себе представить? Офигеть, да? Да, обалдеть. Как еще раз? Электроэнцефарнитура. О, да, Лолошка. Короче, с его помощью я смогу не только получить функциональную информацию о работе твоего мозга, но также оценить твое психоэмоциональное состояние и даже запустить небольшую симуляцию, в которой... то есть, честно признаться, я что-то все это рассказываю, и даже не уверен, что ты сможешь по достоинству все это оценить, насколько это все-таки крутая штуковина. В общем, давай на чистоту. Если все пройдет успешно, то я смогу комплексно оценить твой организм, без, скажем так, всяких муторных психологических вопросов. Понял? И это очень хорошая новость, чтобы ты понимал, потому что образования психолога у меня тупо нету. В общем, ты доделывай... Ну вот то, что ты вот это вот все делаешь, ты доделывай и приходи в лабораторию, окей? И, кстати, как я и ожидал, никаких новых монстров за ночь. Представляешь, ни одного не появилось. Так что, путь в замок свободен, милорд, понял? Понял он. Ладно, чао. Ты куда? Стой. Да чё ж вас всех так тянет в воду? Пока! Ладно, если я отвернусь, повернусь. О!
Стоп, что? Ты не исчезаешь? А ты не утонешь, Седрик? Седрик, с тобой все нормально? Эй, может быть, тебе помощь нужна? О, господи! А, все, он исчез. Ну ладно. Так, короче, давайте проанализируем его слова. При помощи этой машины мы сможем получить функциональную информацию о работе твоего мозга. И, наверное, самое интересное, запустить небольшую симуляцию. Хе-хе-хе-хе. Я не уверен, что ты сможешь по достоинству это оценить, но это крутая штука. Понял, ладно. Что же это за крутая штуковина, мы еще посмотрим, но у меня тут камень доделался, а это не менее крутая штука, окей? Дощечки выставляем, топор выкладываем и потолок разбираем. Короче, хочу себе двухэтажный домик с высокими потолками. Вот это будет смачно. Но я заметил то, что тот лес, который я выращивал во сне, его просто нет, поэтому придется все делать заново. Привет, одинокий дубенок, помоги мне. Постепенно снова сделаем здесь огромную заросшую поляну. Кстати, двери на входе я, наверное, ставить не буду, потому что без них становится как-то попрозрачнее, покомфортнее, попросторнее. Да и знаете, в целом хватит болтать, пора идти к Седрику. Королевство. Увы, поближе вейпоинта у меня нет, но ничего, добежим. Эй, Седрик! Приветствую, ты здесь? Что? Ты кушаешь? Ну ты ложка, извини. Все нормально. Ща я даем. За время своего путешествия, представляешь, научился готовить буквально из всего. Ты хочешь попробовать мой сэндвич? Да ладно тебе, не переживай. Я несколько сделал. Не то чтобы я тебе откушенный предлагаю. Сейчас. Вот, забирай. Это из мяса одной из тварей, что мы вчера убили. Не из мумии, не волнуйся. Из бинтов мумии я сделал хлеб. Блин, ну ладно. В моей голове это звучало смешнее. Так, сейчас, погоди. Ну, в принципе, я доел. Ой. Вкусная. Ладно, давай, пойдем за мной. Сейчас я тебе кое-что скажу. Лолошка, собственно, я предлагаю начать тебе с того, что тебя волнует больше всего. Очень надеюсь, что ты позволишь мне провести и остальные тесты тоже. Но, тем не менее, с чего ты хочешь начать? Так погоди, я могу прям полноценный вопрос задать. Я думал то, что мы просто сейчас эмоционал мой проверим, какое-то там психическое состояние, и уже из этого будем делать выводы. Ну ладно, я бы хотел узнать про свои способности мироходца и что это такое. Ну, по сути, я и так уже более-менее знаю. Но тем не менее, пока это нормальный вопрос. Давай твою эту крутую машину используем. Седрик, больше всего меня волнует, является ли Эресия моим родным миром. О, идеально. Отличный выбор, учитывая тот факт, что ДНК-тест невозможно сделать быстро. К счастью, не волнуйся, Лолошка, нашего присутствия здесь не надо. С твоего позволения я возьму у тебя немного крови, хорошо? И загружу ее в эту центрифугу. Результаты будут сегодня, но поздно вечером. А за это время, мы проведем еще парочку тестов. Ты же готов, надеюсь, да? Так, ну, по сути, да. Сейчас я только доем. Бляха-муха, я же не голодный. Так, да. О, отлично. Так, тогда присядь вот сюда. Сюда? Блин, на самом деле немножко стрёмно. Седрик, тебе можно доверять-то? Молодец. Ладно, ты это, главное, не волнуйся. Я делал это кучу раз. Больно точно не будет. Во всяком случае, животные, с которыми я работал, не жаловались. Представляешь, однажды я брал кровь у очень большой коровы. Ну вот и все. Что? Реально? Он меня отвлек своей коровой. Да, круто я тебя отвлек, да? Ты даже ничего не заметил. Так, ладно, ближе к делу. Смотри, сейчас я помещу эту кровь в эту центрифугу. Она распадется на элементы. И потом, когда я тебя уже отпущу заниматься своими делами, я сяду за микроскоп. Лолошка, изучение твоего биологического материала и сравнение его с моим, ну и вообще с тем, с чем мне приходилось сталкиваться, позволит понять, из пропии ты, из Эресии, ну или, скажем так, не из этого мира. Так, ладно, центрифуга работает. Чем теперь займемся? Я бы хотел узнать про свои способности мироходца и что это такое. Давай твою эту крутую машину используем. Машину? Какую? Так как мне интересно, я, конечно, попробую, давай. Давай. Я боялся, ты не предложишь. Какую машину-то, я не понял. Так, давай, встань-ка вот сюда. Куда? Какую, бляха, так, теперь надень вот это. Да ты не переживай, эта штуковина просто считывает твои мозговые сигналы, и все. Хорошо, ладно. Шлем энцефалографа. Надеваем. Смотри, какой красавчик. Отлично. Подключаюсь и... Подожди, я не понимаю. Лолошка, если верить этой штуке, то твой мозг мертв. Что? Не-не-не, погоди, это, возможно, какая-то ошибка. Подумай о чем-нибудь приятном. Так, а теперь подумай о чем-нибудь отвратительном. О, слушай, не-не-не. Во, прибор фиксирует какие-то изменения, но они максимально минимальные. Что-то
как будто блокирует мне доступ к работе твоего мозга. Представляешь? Так, ладно, возможно, это просто какая-то неисправность на приборе, но я тестировал его на себе, все же было в порядке. Так, слушай, помнишь, я говорил, что этот прибор был модернизирован, да? Давай следующее. Если ты мне разрешишь, то я пошлю в твой мозг особые сигналы. Они задействуют все отделы твоего мозга. И представь, что ты окажешься в некой симуляции, но она для тебя будет казаться очень и очень реальной. Только я предупрежу сразу, эту функцию на себе я не проверял, но если сейчас что-то заглушает мне твой мозговой сигнал, то симуляция должна активировать твою мозговую активность. И, возможно, я как-то смогу заметить какие-то основные движения. Так, что, хочешь? Попробуем? Стой, погоди! Ты меня уже застопорил на том, что у меня мозг мертвый. Это о чем-то договорит, ребят, но я думаю, вы сами это понимаете. Так, нет, это уже безумие какое-то. Давай ты сначала на себе протестируешь. Конечно, Седрик, погнали. Это ж просто симуляция, а не реальная жизнь. Да давай. Ну, вот именно. Разве могут быть повреждения мозга из-за какой-то там симуляции? Так, хорошо, запускаю. Так, и... О! Что происходит? О! Стоп! Это же башня! О! What the fuck? Я снова в Междумире. Ну так, я понимаю, что это симуляция. Я осознанно прихожу к тому, что это симуляция. It's okay. Но я в гребаной башне. Это невероятно. Так, ладно. Седрик! Седрик, ты меня слышишь? Ладно, видимо, мне в эту дверь. Это просто возмутительно! Почему вы не можете найти 993-го? А если в Пэне узнает, что от нас можно сбежать? Или... еще чего хуже, кто-то здесь узнает, что они могут сбежать. И почему у меня такое ощущение, что это твоя вина? Эй, не делай вид, что ты меня не слышишь. Отвечай, что ты сделал. Немедленно. Какого хрена? Ты чувствуешь, как твоя власть рассыпается? Не я разрушаю ее. Ты сама это делаешь. Твоя ведомие — это безумие. И даже ты сама знаешь, что оно должно прекратиться. О, деточка, ведомие не моя. Ее создал Конгресс мироходцев и не мироходцев. Все согласились на ее создание. Ведомие — это вершина гуманизма мультивселенной. А теперь говори, что ты сделал с системой безопасности? Ты даже не знаешь, что творится в твоей башне, Фарагонда. А я как минимум теперь знаю, что кому-то действительно удалось отсюда сбежать. Ой, приходить сюда было пустой тратой времени. Эй, запускайте! Эй, Лолошка! Лолошка, да ё-моё, просыпайся! Эй, Ложка, ты в порядке? Охудеть, чё ща было? О, черт возьми, Ложка! Я только что никак не мог отключить тебя от этой штуковины. Ты еще начал носиться по лаборатории. О, боже. Лишь сейчас смог стянуть тебе этот шлем. Твои показатели скакали как, я не знаю, как бешеные. Будь ты постарше, твое сердце могло просто не выдержать. Чтобы ты понимал, этот шлем должен был просто отправить сигнал, который бы усилил твою мозговую активность, да и все. Скажи мне, что такого ты там видел? Хотя нет, не говори, расскажешь потом. Сейчас лучше, знаешь, иди-ка отдохни, постарайся ни о чем не думать и не думать тем более о том, что видел, хорошо? Твоему организму, Лолошка, сейчас очень срочно нужен отдых. И я очень надеюсь, что сегодня ты будешь ночевать в убежище, которое я тебе показал. Я приду туда, как только закончу с твоим ДНК. Пока. Охудеть, я сейчас реально был в тотальном шоке. Как вы поняли, Седрик явно в афиге, я тоже в тотальном афиге. Я не могу понять, я не могу описать, но вы понимаете, да, мой мозг, он каким-то образом связан с этой башней. И внимание, мы видели Фарагонду! Что? Каким образом, если это симуляция? То есть поймите самое главное, мы не можем визуализировать то, чего не видели. То есть, допустим, мы видели Фарагонду, да? Это означает, что до этого мы когда-то тоже ее видели. Иначе бы наш мозг это просто не смог визуализировать, симулировать. Но означает ли это то, что тот незнакомец, это и есть я? Да нет, это бред, конечно, само собой это бред, потому что она говорила о 993-м. А 993-й, также напомню, это я. Сбежал я из этой башни недавно. По словам Фарагонды, я сбежал первый.
первый. То есть до этого побегов из этой башни никогда не было. Так и вопрос тогда, каким образом я видел настоящее при помощи симуляции? Что я такое? Я же, получается, совершенно необычный мироходец. Такое ощущение, что нас готовят к каким-то высшим силам, которые заложены в моем персонаже. А еще, блин, понять бы, кто такой незнакомец, которого она пытала. Ладно, я, пожалуй, вернусь домой. Давайте отвлечемся на что-то более осмысленное. Например, наполненные морские полки. А ну-ка, иди сюда. Стоп, что? Что, бляха-муха? Так, ребят, на чистоту. Я еще в конце предыдущей серии хотел сказать, что это надо передвинуть, но я не ожидал увидеть вот это. Чародейская книга «Починка жизнью», скорость души, эффективность 3, вау, неплохо. Чаробой увеличивает свою силу с каждым зачарованием. Вау, я возьму это, пожалуй. Все остальное тоже возьмем. Создадим отдельный сундук и положим туда все книги. Все, чистая территория, не загажена, ухожена. И сам стол я перенесу на второй этаж. Стоп, что? Нет, слабость вернулась. Ага, неужели это реально как-то связано с иконкой? Когда-то давно я заметил то, что кушая яблоки, наша иконка постепенно восстанавливается. Также она восстанавливается, когда мы спим. Но сейчас у нас день, придется подождать. Но просто ждать мы не будем. Во-первых, проверим иконку, кушаем яблоко и... По-моему, ничего не поменялось. Ладно, у меня есть еще яблоко, проверяем. Давай. Ничего не меняется! В смысле? А ну-ка, дайте мне еще яблок. Вот, допустим, я полностью голодный, мы начинаем кушать и... Нет. 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 Да! Да! Оно реально постепенно восстанавливается! У нее, по всей видимости, какая-то задержка. То есть, короче, я сейчас это уточню. Да, я уже задавал этот вопрос, но на всякий случай я уточнил поподробнее. И оказывается, если мы кушаем всякие печеньки, яблоки, короче, сладости. Да, если мы кушаем сладости, то наша иконка постепенно начинает восстанавливаться. То есть нам становится хорошо. Но вот что мне сказали учитывать. Становится постепенно хорошо, а не моментально. Тайна раскрыта, дамы и господа. И когда у меня серые волосы, слабость все еще есть. Ладно, Седрик сказал мне поспать, поэтому... Стоп, погоди, а как я посплю-то? Кровати же просто нет. Ладно, мне не сложно, я сейчас свою принесу. Ах, 158% гири, как же много. Ладно, ставим где-нибудь здесь. Ну и доброй ночи. Да, башня, мы тебя уже видели, мы тебя знаем. В принципе, даже после моей симуляции здесь ничего не поменялось. Все тот же город, все та же Паэна, все те же стены. Ну и да, башня. Может быть, я, конечно, чего-то не замечаю, но в любом случае встать. И увидеть то, что мои волосы стали немножко живее. А слабость все еще осталась. То есть на половине седых... Эй, доброе утро. Здорово. Ну давай, рассказывай, как ты себя чувствуешь? Ща, погоди, я договорю. Так вот, на половине седых волос слабость уже появляется. Надо запомнить. Эй, Лулошка, я тебя спрашиваю, ты в порядке? Да, все нормально, все нормально. Если что, то я закончил с анализом твоего ДНК. И... Слушай, единственное, что я могу сказать, точно сказать... Ты не из Эресии, прости. В твоей ДНК я не нашел ни одного маркера, что ты принадлежишь этому миру. Если ты, конечно, не родился, вырос и жил только в пропийском замке. Блин, и, Ложка, ты прости, но я случайно пролил сок на твой образец, когда ходил туда-сюда в задумчивости. И поэтому оказалось, что ты... ближайший родственник апельсина. Ну ладно, я на самом деле думаю, что это как-то связано с твоей суперспособностью. Твоя ДНК в самой своей сути имеет невероятную адаптивность, представляешь? И будучи представленной какой-то новой среде, она сразу же подстраивается под нее. Невероятно! Однако в этой ДНК мне удалось выделить, скажем так, неизменные сегменты. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но подозреваю, что ты, Лолошка, в Паэне выглядел так же, как и выглядишь здесь. Я прав? Да? Да, ты прав. Вроде как я выгляжу точно так же. Да, давайте так и скажем. Угу. Вот как раз таки в эти неизменные сегменты и записана вся неизменная информация о тебе. И, скорее всего, при помощи этой информации, я подозреваю, мы могли бы как-то узнать, какой мир является для тебя родным. Вот только если бы я мог высить, какой сегмент отвечает за происхождение, если бы у меня были хоть какие-то маркеры твоего родного мира, с которыми хотя бы можно сравнить. Ладно, это все сложно. Если говорить проще, то единственное,
единственное, что я могу тебе точно сказать, ты не из Аресии. Вот и все. А теперь давай ближе к вопросам, которые мы хотя бы можем порешать. Я проанализировал твои психические показатели и... Скажи мне, ты продолжаешь видеть свои кошмары? Вот тут сложно ответить так-то. Никого зомби я не видел больше. Какие-то падающие метеориты я тоже не видел. Ничего такого другого сверхъестественного я также не замечал. Поэтому, ну, наверное, нет. Хотя в то же время здесь есть такой прикольный ответ. Более того, мне кажется, я схожу с ума. Точно! Мой персонаж начал чувствовать иконку. Ай-яй-яй, я понял. И Седрик, кажется, я видел башню в симуляции. В симуляции? Возможно, это какие-то остаточные воспоминания, но... Блин, мне начинает казаться, что для восстановления твоего рассудка придется тебе все-таки вернуться в Паэну. Ладно, давай на чистоту. Ты за сегодня очень много пережил. Я еще немного посижу в лаборатории, попробую все проанализировать и... Лолошка, я тебе так скажу. Спасибо. Большое тебе спасибо за возможность прикоснуться к чему-то большему, чем мой умирающий скучный мир. Не буду тебя напрягать, поэтому просто до завтра. Пока-пока. Ну, слушайте, Седрик новый в виде ученого мне нравится даже больше, чем тот строитель. Но, блин, я просто не могу в этот раз вот четко психологически думать о том, что да, это Седрик. Ну вот это тот самый Седрик, который не превратится в зомби, черт возьми. Да и ладно, если говорить на чистоту, то в этот сон, который явно уже не сон, и в этого Седрика, который явно уже настоящий, верится куда больше. Разница в той пропии и в этой пропии колоссальная. И мы примерно на 200% можем не сомневаться, то, что этот мир натурален. Мы сюда даже принесли вещи из Междумирья. Фузионный меч, гарнитовая броня, куртка контрабандиста, что не менее важно, и даже погасший скин, который позволяет вернуться мне туда, в Междумирье. Так, а теперь создаем кровать, ставим, спим, видим сон, встаем, все ненужное убираем, и, дамы и господа, второй этаж выставляем. Ну и, кстати, даже сейчас можно хорошо заметить то, что после сна и еды иконка восстанавливается постепенно, не моментально. Но это не отменяет того, что кушать яблоки нужно. Давай. Пока что как-то так. Само собой, потом я это все доделаю, переделаю, но мне уже нравится, что получается. Это реально большой дом. Такого я еще не строил. Обязательно кушаем яблоки. Да, вы посмотрите, у меня постепенно волосы становятся прям нормальными. Они почти фулл нормальные. И слабость даже убралась. А если я сэндвич съем, интересно, он что-нибудь даст? Проверка. Ага, это был просто сэндвич. Чисто как по мне, если посмотреть на этот дом, то выглядит он, ну, не так плохо. То есть, понятное дело, здесь появится нормальная такая крыша, нормальные окна. Вот эта территория будет облагорожена. Здесь, наверное, прудик какой-нибудь создадим. И вот просто представьте, вот визуально, вот здесь пруд, вот здесь доделанный дом. И вот здесь мостик какой-нибудь. По-моему, хорошо, да? Вообще идеально. А теперь спать. Видеть сон, вставать и постепенно очки на иконке возвращать. А на этом постепенно заканчивать. Моя психика говно, Фарагонда тоже говно, и скорее всего и с тем нам придется бороться. А еще Седрик говорит возвращаться в Паэну. Видимо, придется. Эо, Лиз, Павел, Ашра, все остальные, ждите меня, скоро приду. А от вас, зрители, я очень надеюсь на поддержку. Пожалуйста, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это все ваша мотивация. Даже комментарии, где вы строите теории, это тоже мотивация. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Прекрасный Дом. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.